инвалид обычно кого представляет? Какого-нибудь немощного, обязательно у человека слюна должна течь, от него должно обязательно вонять мочой, и он должен ходить попрошайничать. Ну, примерно так представляет у нас инвалидов. Всем привет, меня зовут Илья, но в сети сейчас я больше известен как Илья Киборг. Я использую современный протез руки. Слушай, а у тебя рука вырастет? Даже взрослые люди такие вещи спрашивают. На них смотрел, думаю, ну нет, не вырастет. И помню даже свой первый вопрос маме, мне было, наверное, года 3. Мам, слушай, а у меня рука вырастет? И тут мама поняла, что настал тот момент, когда со мной нужно на эту тему поговорить. Она говорит, нет, сын, у тебя рука не вырастет, потому что, к сожалению, ты так родился, но нужно быть сильным и идти дальше вперед, несмотря ни на что. Это называется врожденная аплазия левой кисти. Но она выстреливает примерно один ребенок на 100 тысяч. То есть никто вообще, в принципе, не защищен от этого. И это не видно на УЗИ. То есть с этим встречаются люди уже в момент, собственно, родов. Этой серии, знаешь, там может человек посмотреть это видео и подумать, ой, это вообще не про меня. Слушайте, нет, это про вас, потому что ты не знаешь, что будет через 5 минут и будут ли на тебе все твои конечности, пальцы, руки и ноги. Ну, очень много людей, в принципе, теряют свои конечности в течение жизни. Когда я говорю, что я из Хабаровска, в России просто редко кто куда-то выезжает, и для всех Хабаровск примерно то же самое, что Тверь и Самара. На самом деле Хабаровск — это такой царский город, то есть в царские времена туда ссылали богатых в ссылку, те, кому лицеру не угодно. Собственно, все деньги были там, на Дальнем Востоке. Плюс это была богатая территория, она сейчас остается богатой. Там есть масса возможностей, но это такой локальные возможности только на Дальнем Востоке. Вот. И в какой-то момент я понял, что мне там стало тесно. Я хочу переехать в Москву. Ну, типа, все возможности в Москве же. Но чтобы это как-то подготовить свой переезд, я думаю, так, я устрою сейчас в банк, поработаю, потом запрошу себе перевод сюда. Они мне, наверное, его одобрят, и я приеду уже такой сразу с работой. Ну, такой вот план. Я устроился в банк, поработал год. Я приезжаю такой в Москву с переводом, все, у меня зеленый свет, думаю, ай, как круто, я вообще такой молодец, все спланировал. Всех распределяют, а мою фамилию не называют. Я думаю, что-то вообще какая-то фигня творится. В общем, все ушли, я остаюсь один на один с директором по продажам. И она таким томным голосом из-под лоби говорит, Илья, слушай, такая ситуация, мы не можем тебя допустить до работы с клиентами. У меня нет руки, вы это имеете в виду? Я так не буду говорить, в общем, примерно около этого. Думаю, отлично. И что? Я говорю, вы же знали, когда я просил перевод, вы целую неделю меня наблюдали. Я сдал экзамены отлично. Почему сейчас, эта проблема возникла? В общем, мы поговорили, мы не можем, директора, против, чтобы вы входили клиентам. Будьте позорить банк, все дела. Я думаю, нормально. Я говорю, какие предложения? Говорит, у нас есть для вас предложение. Я говорю, ой, отлично, какое? Говорит, слушай, ты можешь у нас быть курьером. Я впервые столкнулся с ситуацией, когда меня по вопросам инвалидности, отсутствия руки и какого-либо протеза вообще не хотят брать на работу. Это как раз тот момент, чем отличается Хабаровск от Москвы. Я в Хабаровске никогда с этим не сталкивался, но с тем, что мне когда-то указывали на мою инвалидность. То есть я как-то рос, развивался, и пел, и плавал, и был таким проактивным, и все было хорошо. А тут я приехал, мне бах, такая затрещина пролетела. Не хочется возвращаться, побитая собака, обратно в свой город и говорить о том, что у меня не получилось. Я перестал показывать руку и говорить вообще о наличии какой-либо инвалидности. Так я проходил уже дальше HR и доходил практически до финального собеседования, но в финальном собеседовании мне все равно приходилось просто показывал руку. И тут абсолютно кардинально менялось, конечно, взгляд и отношение HR и людей, которые рассматривали меня на какую-либо должность. И так я в итоге прошел более 50 собеседований, и мне говорили нет. Я сменил тактику, перестал ходить в российские компании, начал ходить в зарубежные, потому что зарубежные компании, они более лояльны к инклюзивным людям. Так я попал в фармацевтическую компанию международную «Кырка», и там успешно проработал 7 лет. Там, кстати, меня тоже на собеседовании спрашивали, есть ли у меня протез. Я сказал, что есть, но мне он не нужен, потому что он полностью берет все мои функции. Я не смогу даже печатать элементарно на клавиатуре, если мне сейчас надеть силиконовую руку, резиновую.
Вот силиконовые руки. То есть, ну окей, ты закрыл свою руку, ну окей, типа тебя не видно, ты себя замаскировал. Для здоровья какой плюс? Она легкая, она никак тебя не уравновешивает. А у нее нет никакой функции, у тебя не работают мышцы. Самый прикол. Ну типа силиконовая рука стоит по госкомпенсации ровно столько же, сколько стоит функциональный протез. Одинаково. Но люди не знают о том, что есть такие протезы, а есть только силиконовые. И силиконовую руку никто не хочет. Я начал гуглить, какие вообще существуют протезы. Но окей, даже если есть где-то крутые протезы, это, наверное, где-то там за границей, в другой вселенной, вообще в другом космосе, в другой стране. Тут оказывается, что это делают в моей собственной стране. И наткнулся на российскую компанию Моторика, которая делает вот такие крутые киберруки. И самое крутое, даже не то, что они их производят, самое крутое было те люди, которые на картинках смотрели на меня с этими руками. Это были не инвалиды, это были какие-то, не знаю, суперзвезды, что ли, я не знаю, там, блин, я хочу быть таким же, я хочу перестать быть инвалидом, человеком с ограниченными возможностями, я хочу быть киберчеловеком. Это же так выглядит круто, это вообще меняет сознание. Герои монолога на пути встретились светлые умы, которые разрабатывают технологичные и современные протезы. А ребята с канала Snob запустили целую серию видео о таких людях, тех, кто не стоит на месте, а двигает мир вперед. Изобретатели, бизнесмены и творческие личности. Все, кто не ждет удобного момента или переезда в другую страну, а работает здесь и сейчас. В описании видео вы найдете ссылку на плейлист канала Snob «Россия. Страна идей». А после монолога проверите, так ли это. Значит, Сколково инновационный центр, где сидят российские стартапы. Вот, и один из стартапов — это Моторика. Мое возражение — это, наверное, дорого. Это вообще, наверное, стоит миллионы. И тут я понимаю, что функциональный протез можно получить бесплатно наравне с силиконовой рукой. Я думаю, серьезно? И самое крутое, что вот такой только у меня. Второго такого нету. Потому что у каждой руки свой дизайн. Я подал заявку, пришел к ребятам, говорят, все, давайте типа оформляться, все будет круто. Но столкнулся как раз с той бюрократией, которая существует в России, что я живу в Москве, прописан в Хабаровске, и, в общем, эти все вот сложные дела. Для того, чтобы получить, мне нужно прописаться в Москве. Они предложили мне зайти через благотворительный фонд. Так я получил с помощью благотворительного фонда и компании Моторика свой первый протез. И когда я впервые его надел, это, конечно... Вы не поймете, но просто попытайтесь представить. Вот для вас такие обыкновенные вещи, как, например, держать телефон и стаканчик кофе одновременно в двух руках, для вас это базовая вещь, и вы даже о ней не задумываетесь. Но когда я всю жизнь не мог держать одновременно две эти вещи, мне приходилось либо разговаривать по телефону, либо пить кофе. Либо вот так держать телефон и вот так вот пить кофе. Собственно, ни то, ни другое неудобно. А тут я могу одновременно держать стакан с кофе, телефон, и тут у меня произошел какой-то просто маленький фейерверк в голове, что серия: «Вау, нифига, я это могу делать!» И это только одна первая штука, которой я научился с самого начала. Дальше мне пришлось, конечно, пройти долгий путь обучения пользованию протеза. Перекладывать всякие, не знаю, там шарики, кубики, колышки. Для того, чтобы, например, взять стакан, можно сделать такой же жест, да? То есть мне нужно было привести в навык. Например, чтобы взять какую-то ручку, мне нужно вот так сделать, и, не знаю, и примерно вот так наклониться, чтобы взять эту ручку. И так вот я учусь этим навыкам каждый день, и теперь я еще и снимаю видеовлог для того, чтобы обучать и других людей. Первый вопрос — это, а что это такое? Это перчатка такая? Это первый вопрос, он такой безобидный. Второй вопрос, как правило, от мальчиков, и он не озвучивается вот так вот напрямую, он обычно прилетает мне либо в личку, либо на ухо мне шепчет: «Слушайте, а я ей, можно это?» Я говорю, что это? В смысле, мастурбировать. Я говорю, слушайте, почему вас всех этот вопрос интересует? Если вам интересно, да, можно. Можно вообще чем угодно. Можно даже без рук это делать, если вам захочется. Окей, вот это самый глупый топ-вопрос. Третье, все просят почему-то показать один и тот же жест. Я не знаю, этот жест просто максимально популярный. Попробуйте догадаться, какой это жест. Когда я ходил без протеза, на меня все смотрели вот с этой вот то ли жалостью, то ли сожалением. И серии, у парня нету руки. Блин, у парня нету руки.
без протеза я всегда прятал руку. Ну, то есть, как бы у меня ее здесь и не было. У меня была только одна фотография, на которой было видно, что у меня нет руки. То есть я подсознательно всегда фотографировался, ну, как-то вот так вот. С киби-протезом, когда я иду даже вот здесь по Сколково, люди делают так вот. Вау, вау. Кто-то подходит, спрашивает. То есть люди уже идут со мной на контакт. Если когда я ходил без протеза, со мной даже не выходили на контакт, не пытались узнать, какой человек и вообще заинтересоваться мной. То есть здесь, во-первых, я привлекаю внимание, во-вторых, это внимание всегда позитивное. То есть нет такого, что кто-то сказал, ой, у него киберрука. Такого нет. Все таки, вау, это что? Это такие протезы стали делать? А что она умеет делать? Блин, так нереально круто выглядит. Я говорю, слушайте, у меня еще здесь есть часы, Samsung, я могу мне оплачивать любые покупки, и мне даже деньги не нужны, потому что все уже здесь есть. И я хочу этой реакции на самом деле для того, чтобы менять как раз вот это отношение, уйти от инвалида и от людей с ограниченными возможностями, прийти к новой ассоциации. Киберлюди. Когда ты заходишь в класс, у детей просто гигантский интерес, типа, вау, к нам пришел Терминатор, к нам пришел Робокоп, о, ты настоящий киборг, вау, 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 вау. А теперь представьте маленького ребенка, который ставит себе такую же киберручку, и он заходит в класс, и он превращается просто в звезду этого класса, или, не знаю, он становится просто центром внимания в этом классе, потому что он уже не просто ребенок, а он ребенок с супер-мега-киберручкой. Давай. Раз. Вот, смотри, пальчики согнутся. Раз. Два. А как правило, детские киберруки, они еще делаются яркими и под цвет каких-то героев мультиков, фильмов. И это очень сильно вовлекает самого ребенка в то, чтобы носить этот протез и воспринимать его как гаджет. Просто спрашиваешь ребенка, а какой супергерой тебе нравится. То есть ты вместе с ребенком делаешь дизайн его руки. Это часть продолжения меня. Она индивидуальна. И ребенку так гораздо проще принять эту руку и себя через дизайн, в котором он сам поучаствовал. Будь сильным, смелым и умным, у тебя впереди прекрасная жизнь. Ура! Ура! Это может быть первым пунктом, первым шагом к тому, чтобы принять себя. Но это мой совет людям, если вы хотите принять себя, просто, вы поймите, что, вы — это вы, и это часть вас. Глупо мне сейчас тебе говорить, что нет, я не безрукий. А как ты можешь меня обидеть? Ты назовешь меня, Илья, ты без руки. Я скажу, окей, что? Да, это так. Факт остается фактом. Я без руки. Если я считаю, что без руки это оскорбление, окей, тогда также можно считать, что, называя меня киборгом, я могу тоже оскорбляться, потому что кто такие киборги? Киборги не ходят и всех убивают. Я же никого не убиваю. Я позитивный киборг. Меня это не оскорбляет. Честно, любая не массовая технология — это всегда дорогая штука, потому что, чтобы сделать палец, тут вложено очень большой труд инженеров, чтобы его спроектировать, понять, как он работает, будет ли удобно им пользоваться. Дорого, но в данном случае тяговый протез начинается, стоимость у него от 140 тысяч рублей за подписку в год. И в подписку входит как раз безлимитное количество ремонтов в течение года. Сейчас мы спустимся, я заберу свой новый протез, который на ТО. У людей, когда есть автомобиль, им нужно для того, чтобы он хорошо ездил, раз в год проходить ТО. Мне, как человеку, киборгу, мне надо тоже проходить ТО со своей рукой, потому что, не знаю, там нужно ее смазать, поменять тяги, обновить прошивку на часах, не знаю, подкрасить новый цвет или вообще поменять цвет, поменять новые, силиконовые пальцы. Тут есть тяги, они внешние, а тут они все спрятаны вовнутрь. Плюс напальчники. Здесь напальчники, они должны работать с тачскринами и экранами. Так, а мизинец? И мизинец работает. Это на самом деле очень актуально, если у человека парная ампутация. Вот как ты с парной ампутацией будешь взаимодействовать с миром. Мне их выдали бесплатно, потому что это называется апгрейд. Плюс еще в эту подписку входит такая штука под названием реабилитация, про которую я уже рассказывал. Это очень важно — научить человека пользоваться техническим средством реабилитации. Чем больше людей будет пользоваться протезами сейчас, тем лучше они будут становиться в будущем. Я не носил протез вообще всю свою жизнь, и из-за этого возникла проблема, что у меня разные руки. Это толще, здесь мышцы развиты, это не развитые мышцы. И мои мышцы атрофировались. Я беру различные предметы, я поднимаю и
тяжести, у меня наконец-то перестала болеть спина, у меня уравновесилась осанка, я теперь стал красивым молодым человеком, красиво ходящим, а не таким вот. Смотрите, здесь это тяговый протез, и здесь давайте покажу даже, как он работает. Просто многие не понимают, что такое тяговый протез. У меня осталась часть сустава, я ему так шевелю, и за счет вот этих тяг, вот эти вот зелененькие тяги, происходит вот эта магия. То есть ничего сложного, да? Так смотришь и понимаешь, что, слушай, ну это такая простая конструкция, почему никто раньше не сделал? Это у меня тоже вопрос, на который я так и не нашел ответ на самом деле. Я собираюсь перейти на бионический протез. Я сейчас для этого как раз, у меня появилась наконец прописка в Москве, и я как раз сейчас оформляю документы на то, чтобы получить бесплатную компенсацию на новый бионический протез. Плюс мои мышцы уже развиты, я теперь могу себе позволить носить бионический протез, потому что миодатчики, которые считывают показатели, наконец-то распознают мои сигналы с мышц, и это говорит о том, что я могу перейти на новый уровень. Это тяговый протез, это бионический. Чем они отличаются? Здесь один вариант схвата, и я управляю механически этой рукой. Здесь уже за управление отвечают миодатчики, которые расположены вот здесь. Вот, если вы присмотритесь, вот они. Собственно, я пальчиком трогаю миодатчик, ну, изображаю, что движение мышц, и он делает вот так вот. Да, и каждый протез обучает. Например, смотрите, когда он сжимается, пока он не обучен, он будет сжиматься до крайней точки, тебе нужно обучить, где у него крайняя точка. Если ты не поставишь стопор, он будет сжиматься до тех пор, пока сам себя вот, ну, не проломит. Это как раз такая небольшая кибербезопасность, что если его хакнуть, взломать, то если я буду пожимать тебе руку и отключить стопор, то, скорее всего, я тебе наврежу. Если мы говорим про уже супер-мега заряженный бионический протез, многосхват, который пальцы делают вот так вот, и рука крутится вокруг своей оси, там встроены часы, там начинается уже от миллиона, и ценник просто бесконечный, потому что чем больше технологий внедряется, тем дороже будет стоить твоя рука. Ее тоже можно получить абсолютно бесплатно. Когда я получу, я надеюсь, что я ее получу к Новому году. Сейчас я делаю дизайн гильзы, потому что я хочу прям вот сам задизайнить себе вот прям крутую бионическую руку, чтобы она была точно ни на что не похожа. Вся индустрия протезирования во всем мире находится примерно на стадии телефона Nokia 3310, такой монохромный экранчик, у которого есть только две функции: звонить и отправлять смс. Ну, еще игра змейка. Вот мы примерно сейчас находимся на этой стадии, и самое кайфовое, что старт уже дан, и наше будущее будет стремительно развиваться. Смотрите, только для телефонов потребовалось буквально 20 лет, чтобы мы имели телефон по мощности сопоставимые выше, чем мой первый компьютер. В раз, наверное, не знаю, 150. С руками примерно произойдет то же самое. 20-30 лет это уже будет, не знаю, iPhone 15 на моей руке. Ну, мы к этому придем, хотим мы это или нет. Сейчас даже все игры и все про это. Я не могу сказать в какой-то период времени, но, конечно, не 10-15 лет, но где-то вот в разрезе полувека случится. Вот я не могу про себя сказать, что я человек с ограниченными возможностями, потому что, глядя на свои заслуги, достижения в жизни, мне просто хочется спросить, слушайте, среди ваших знакомых есть человек с такими же ограниченными возможностями? Мне просто интересно. Собственно, вот и теперь уже моя миссия в том, чтобы показать совершенно другую сторону, что человек с инвалидностью может выглядеть вот так. Он может выглядеть как киберчеловек, он может выглядеть супер модно, он может выглядеть умным, он может быть умным, он может быть талантливым. И чем таких примеров будет больше, тем общество будет более лояльно. Это очень сильно мотивирует детей. Я вчера был на уроке толерантности, я как раз видел эти взгляды, когда я уходил из класса, а у детей глаза горели, они все кричали вслед: «Я подпишусь на тебя, я подпишусь на тебя». И даже с этим можно жить мега качественно и мега круто и стать тем, кем ты хочешь стать.